Представьте себе 4:00 утра, глухая, вязкая ночная тишина. Вы находитесь в самой глубокой фазе сна, когда мозг наконец-то отдыхает, а тело восстанавливается. И вдруг тишина взрывается. Вы чувствуете тяжесть на груди, пристальный взгляд, сверлящий вас в упор, или слышите пронзительный вопль под дверью, будто вашу кошку замуровали в стене. Если это не помогает, она переходит к следующему этапу. С инженерной точностью и методичностью начинает скидывать вещи с вашей тумбочки одну за другой, проверяя, не изменился ли за ночь закон всемирного тяготения. Вы встаете, злитесь, плететесь на кухню, насыпаете корм или просто выставляете пушистого нарушителя за дверь. Вы уверены, что она просто проголодалась или вредничает. Но завтра в это же время все повторится с точностью до минуты. Правда заключается в том, что то, что вы принимаете за хаос или каприз, это четко работающая биологическая программа. Сегодня мы разберем ночное досье вашей кошки. Мы узнаем, почему она видит второй парой глаз, слышит звуки, которых не существует для вас, и почему именно 4. 0 утра– это священный час, прописанный в ее ДНК за тысячи лет до появления вашего первого будильника. Глава 1. Ночная смена Изумис. Многие думают, что кошки– ночные животные. Но это первое заблуждение. По своей природе кошка– сумеречный зверь. Пик ее активности биологически настроен на закат и рассвет именно в эти часы в дикой природе выходит на охоту. Ее основная добыча – мыши и птицы. Проблема в том, что пока вы были на работе, ваша кошка спала весь день. К вечеру у нее полный бак нерастраченной энергии и ни одной пойманной мыши. И вот около 23:00, когда вы только выключили свет и приготовились спать, домашняя кошка превращается в демона. Галоп по коридору, вертикальный взлет на шкаф, расширенные черные зрачки. Зоологи называют это ночным изумис, это взрыв накопленной энергии, который служит стартовым пистолетом для ее ночной смены. Эта цифра активности и заводит внутренний будильник, который неизбежно сработает в 4 утра. Глава 2. Видеть невидимое. Когда в полночь ваша кошка на полной скорости огибает стул в комнате, где вы не увидели бы собственно с руки, она не пользуется магией. У нее есть два совершенных прибора. Первый – это тапетум, зеркальный слой за сетчаткой. Он отражает пойманный свет обратно на рецепторы, давая им второй шанс обработать изображение. Именно поэтому кошачьи глаза так жутко светятся в темноте. Им хватает всего 1/6 того света, который необходим человеческому глазу. Но есть и второй прибор, вторая пара глаз. Это вибрисы или усы. Они уходят корнями к нервным окончаниям и в разы чувствительнее обычной шерсти. Усами кошка считывает малейшие колебания воздуха, чувствует приближение стены или края стола, даже не касаясь их. Она буквально ощупывает мир лицом на расстоянии. Когда в 0:40 вы чувствуете, как кошка ведет усами по вашей щеке, знайте, это часть ночного обхода территории. Она снимает рельеф вашего лица, проверяя, все ли в порядке в ее логове, куда, к несчастью для вашего сна, входите и вы. Глава 3. Звуки из пустоты. Бывало ли так, что в 1:00 ночи ваша кошка внезапно замирает и начинает пристально таращиться в пустую стену? Это зрелище часто вызывает мурашки, но никакой мистики здесь нет. Просто ее слух заканчивается там, где ваш даже не начинался. Верхняя граница вашего слуха 20 Гц. Ее под 64 Гц. Там, где вы слышите тишину, для нее гремит целый мир. Ультразвуковой писк мыши под плинтусом. Грызуны общаются именно в этом диапазоне, шорох в вентиляции или даже едва уловимый свист вашей зарядки в розетке. Ее уши работают как две независимые локаторные тарелки, способные поворачиваться на 180 градусов. Она не видит призрака, она просто запеленговала какое-то движение в стене, пока вы спали. Глава 4. Признание в любви и родительский инстинкт. Около
30 ночи наступает время молочного шага. Кошка усаживается вам на живот и начинает ритмично перебирать лапами, часто зажмурившись. Это не наглость, это признание. Так делают котята, разминая живот матери, чтобы усилить приток молока. Взрослая кошка включает этот жест только в состоянии высшего доверия. Она буквально считает вас своей мамой и самым безопасным существом в мире. Однако к 2:00 ночи ее методы коммуникации становятся более жесткими. Если она начинает мяукать под дверью, и этот звук напоминает плач ребенка, знайте, это манипуляция. Взрослые кошки почти не мяукают друг с другом. Этот язык изобретен специально для людей. Исследования показали, что в кошачьем мурлыканье с просьбой присутствует высокая нотка, по частоте близкая к крику младенца. Ваш мозг физически не может игнорировать этот звук. Кошка нащупала вашу самую чувствительную кнопку и жмет на нее, эксплуатируя ваш родительский инстинкт. Глава 5. Почему именно вы? В 3:50 ночи часто происходит странная несправедливость. Еду в миску насыпает один член семьи, а будить кошка приходит другого. Почему? Камеры ночного видения фиксируют. Кошка выбирает того, с кем у нее самая крепкая эмоциональная связь, и что важнее того, на ком ее метод работает. Если вы хотя бы раз встали в 4 утра, чтобы покормить ее ради тишины, поздравляю. Вы официально прошли дрессировку. Кошки — блестящие аналитики причин и следствий. Она точно знает, кто в доме самый уступчивый. Тот факт, что она выбрала вас, подтверждает данные японских ученых 2019 года. Кошки не просто знают свои имена, они связывают голос конкретного человека с его лицом и адресно обращаются именно к вам. Глава 6. Охота, тепло и инстинкты предков. В 3:00 ночи на пороге вашей спальни может появиться подарок, игрушка или настоящая добыча. Это глубокий инстинкт матери, охотницы, приносящей еду в гнездо. Она считает вас либо частью своего прайда, либо, что немного обидно, неумелым охотником, которого нужно подкормить. К 3:20 ночи ей становится холодно. Температура тела кошки выше вашей 38-39 градусов, и под утро, когда воздух в квартире самый холодный, вы становитесь для нее идеальной живой грелкой со стабильными 36,6 градусов. Она лезет под одеяло не только ради нежности, но и ради грамотной теплотехнической операции. А в 3:40 она может требовать включить кран, даже если миска полна. Это древний инстинкт предков из засушливых краев. Стоячая вода рядом с едой может быть опасной, а текущая всегда живая и свежая. Глава 7, разгадка 4. 0 утра. Так почему же финальный аккорд всегда звучит именно в 4 часа? Никакой мистики, только 3 датчика. 1. Биологические часы. В это время заканчивается период ночной активности и начинается преддверие рассвета. 2. Ваше тело. Перед пробуждением ваш ритм дыхания меняется, уровень кортизола, гормона подъема растет, и вы начинаете иначе пахнуть. Кошка это считывает мгновенно, хозяин всплывает на поверхность. 3. Свет. Первый сдвиг освещения за окном дает древнюю команду. Пора на промысел. Для сумеречного хищника рассвет — это священный час охоты, когда добыча теряет бдительность. В этот момент ваша спальня — ее единственное охотничье угодье, а вы — единственная дичь, которую нужно разбудить. Ее расписание древнее вашего будильника на 10:00 лет, и она не намерена под него подстраиваться. Как вернуть себе сон? Не нужно воевать с инстинктом, его нужно перехитрить. Сдвиньте пик активности. Устройте мощную игру-охоту непосредственно перед вашим сном. Сытный поздний ужин. Наевшийся хищник предпочитает спать, а не патрулировать территорию. Железное правило: никогда не реагируйте на ночной концерт. Один раз покормили в 4 утра, подписали контракт на вечные побудки. Выдержите неделю тишины, и представление закроется за нерентабельностью. В следующий раз, когда кошка разбудит вас в 4 утра, вспомните все это досье. Она топчет вас лапами, несет вам добычу,
греется под боком и приходит именно к вам. Да, это бесит. Но это значит, что для этого существа вы одновременно мама, теплый дом, охотничий трофей и самый главный человек в мире. Она просто не может дождаться, пока вы наконец-то проснетесь.